За последний год Valve ужесточила алгоритмы обнаружения мультиаккаунтов до беспрецедентного уровня. Теперь банят не только за читы, но и за малейшие признаки автоматизации. Valve прыгают по головам фермеров и рубят, не оставляя малейшего шанса. Сегодня я поделюсь с вами, как создать максимально безопасную ферму в Steam и как не получить бан за логин. Так же, как не лишиться аккаунта из-за плохой почты, или же не свести всю свою пачку в могилу, используя один и тот же айпишник. Вся информация в ролике будет вам крайне полезна, и я советую посмотреть этот ролик от начала и до конца. В моем телеграм-канале по ссылке я продублирую всю информацию текстом. Также буду вести там свой блог о ферме CS2. Приятно будет увидеть каждого. Спасибо. Регистрация почты. Это один из самых важнейших моментов при регистрации Steam. Какие почты Steam считают плохими и почему? На данный момент Valve активно борется с массовой регистрацией, и почтовые домены — это одна из мишеней для Valve. Запрещенные-рискованные почты. Временные почты. Temp Mail, 10 минут Mail, там Сосухуй Mail. Почему за них банят? Во-первых, потому что они используются ботами и мошенниками, и Steam автоматически блокирует популярные домены, такие как Temp Mail, вот как раз 10 минут Mail, дешевые одноразовые сервисы, First Mail, Trash Mail и так далее. В чем их проблема? Часто попадают в черные списки также из мошенников. Например, в 2024 году произошел скандал с очень известным доменом firstmail.lol, его заблокировали после скандала с фишингом. Последствия, даже если ваш аккаунт чистый и вы его регали не под фермы, то его могут удалить из-за домена. Корпоративные нестандартные домены. Также почему опасно? Steam подозрительно относится к mycompany.com, freemail.ru. Шанс на бан у этих почт ниже, но Steam все равно будет смотреть на них косо. Так что сейчас я вам посоветую реально хорошие, годные, проверенные уже временем и как бы самые масштабные почты, к которым Steam относится довольно-таки положительно. Если говорить еще про пример, то в 2025 году заблокировали 300 аккаунтов на rambler.ru, но заблокировали из-за необычной активности, что тоже может быть странно. Так какую же почту я выбрал для своего аккаунта, который будем регистрировать? Сейчас вы можете видеть перед собой таблицу со всеми хорошими почтами для ваших ферм. Я ее составил, можете поставить на паузу, посмотреть, определить для себя какую-то лучше. Может, какая-то у вас фаворит и какая вам нравится. Также вы почему можете спросить, почему Mail помойка? Ну, ответ очень прост, потому что Steam не так любит Mail и часто блокирует аккаунты, плюс очень много ботов, фейков, это как бы аудитория ВК. Короче, Mail дизлайк от меня, вот лично. Такой дизреспект вообще не советую. Итак, почему у нас первое место Outlook? Во-первых, потому что можно создать 10 аккаунтов на одну почту. Сейчас более подробно я покажу, как это делать. Это алиасы. Алиас — это дополнительный email, который привязан к основному почтовому ящику. То есть вы можете привязать несколько алиасов к основному почтовому ящику, как бы это не будет считаться как раз-таки за массовую регистрацию. Довольно-таки удобно, потому что все письма будут приходить на основную почту. При бане алиаса как раз-таки остальные почты будут жить, что тоже удобно, и Steam как бы видит разные e-mail. Но управление будет реально только через один аккаунт. Еще плюс этой почты то, что Microsoft не требует номер. В 70% случаев. Ну и как бы Microsoft проверенным временем, да, это одна из самых масштабных компаний. И Steam как бы было бы странно, чтобы он банил домены Outlook, там Hotmail, которые принадлежат Microsoft. Поэтому довольно-таки угодная штука. И серьезно, это сейчас на данный момент лучшая почта. Итак, вот небольшой гайд. Получается, заходим на Outlook и регистрируемся. Я буду показывать все с своего компьютера. У меня не запросили номер телефона, как можете видеть. Далее заходим в нашу учетную запись Microsoft, сведения, мотаем этот самый низ и переходим в предпочтения для входа. Указываем резервную почту, далее нас пускают на создание алиаса для основной почты. Всего можем максимум зарегистрировать на один аккаунт 10 таких почт. Под каждый такой мы будем регистрировать Steam, и в будущем я покажу, что письма нормально приходят и все хорошо. Итак, регистрация в Steam. Почему же банят аккаунты? Сразу давайте немножечко отойдем от самой регистрации, и я просто скажу, как это сделать правильно, чтобы потом не возникло никаких проблем. Во-первых, будут банить за одинаковые данные. Логины, ники, аватарки. Поэтому на каждый аккаунт мы будем делать уникальный логин, как раз таки аватарку и описание. Наша задача — очеловечить будущего бота, чтобы он был максимально похож на человека. Советую вас реально просто не регистрировать как минимум одинаковые логики по типу CSGO Farm 1, CSGO Farm 2, CSGO Farm 3, чтобы вся цепочка у вас не отлетела, в общем, по одному нику. Мы будем регистрировать каждый аккаунт на уникальный айпишник, и поэтому как бы Steam нас не забанит по одной цепочке, используя айпишники. IP желательно регистрировать максимум 5 аккаунтов на один айпишник. В идеальном случае, если у вас особенно небольшая ферма, там 20 аккаунтов, можно вообще регистрировать на каждый айпишник один аккаунт, и это будет реально лучший способ. Где же нам взять такие уникальные и качественные IP-адреса, вы можете спросить.
Да все очень просто. Нам понадобится компьютер на Windows 10.11, Wi-Fi модуль. Если у вас ноутбук какой-нибудь, то это вообще прекрасно, вам он не понадобится. Я буду использовать просто Wi-Fi модуль, вот вы можете видеть. Средняя стоимость где-то там на зон Wildberries 400 рублей. Уникальные айпишники мы будем брать с мобильного интернета на телефоне. То есть логика довольно проста. Включаем мобильный интернет на нашем телефоне, подключаемся к этой точке доступа, где раздали вот интернет с телефона, и в принципе все довольно-таки очень просто. Как альтернатива, вы можете использовать мобильные прокси. За них вряд ли вы получите бан. Плюс сейчас есть сервисы, где можно с возможностью по клику менять айпишник, то есть вы просто регистрировали аккаунт, та же прокся, и вы там просто сменили сразу айпишник, либо же поставили КД там в 30 секунд, ну как удобно. Это тоже довольно-таки хороший способ. А сам браузер открывать через Proxifire, допустим. Ну, очень много методов на самом деле, как все это делать. Именно в этом гайде мы будем рассматривать вариант как раз таки первый, где будем раздавать через Wi-Fi модуль и подключаться через телефон. Мне это проще, не надо платить, и как бы для небольшой фермы это прям самый идеальный вариант. Итак, как вы видите, я раздал интернет, и у меня сменился IP-адрес. Далее заходим именно в Google Chrome. Не инкогнито, это важно. Заходим в Steam и вводим наш алиас при регистрации, который привязывали к почте. Далее подтверждаем все это дело, то есть стандартная процедура, стандартная регистрация Steam. Как видите, код нам пришел. То есть мы указали алиас, вообще у нас основная почта, но код так пришел и все работает. Далее, что очень важно, все записывать в текстовый файл. Вот мы создаем непохожий логин на бота, такой обычного пользователя, и будем сразу привязывать наш аккаунт к SDA. Если вы спросите, что такое SDA, SDA это SteamGuard. Очень важная штука, сейчас послушайте внимательно. SDA это SteamGuard на вашем компьютере, где вы сможете получить мобильную аутентификацию, не привязывая свой номер телефона. Ссылка на SDA будет в описании официальной версии GitHub. Здесь вы просто можете повторять за мной, тыкаем на второе, нажимаем, что мы новый пользователь, далее добавляем сразу наш новый аккаунт. Все, вписываем логин, пароль, все это делайте сразу с одного айпишника, сделайте прямо это сразу. То есть регистрировали аккаунт и с этого же айпишника привязываем к SDA, чтобы у Steam не было много подозрений. Как видим, нам приходит код к основной почте, без проблем мы все подтверждаем, просто делайте как я на видео еще раз. Записываем этот важный код, это вот просто обязательно. Сохраняйте этот файл, чтобы восстановить в будущем или там где-то вы что-то забыли, потеряли, этот код вам поможет. Обязательно сохраняем, как видим, у нас все привязалось. Далее будем регистрировать второй аккаунт. На своем телефоне, с которого я раздавал как раз таки интернет, я поставил режим в самолете. В это время заходим в Chrome, чистим все куки, все данные, то есть делаем наш Chrome младенцем опять. После этого, как почистили, опять раздаем интернет, опять подключаемся с нашего компьютера. Как видим, у нас теперь новый IP-шник, он изменился, и Steam считывает нас как нового пользователя с новым IP. Начинаем регистрировать новый аккаунт. В этот раз возьмем основную почту. У нас, как видите, все так же работает, и SteamGuard через SDA также отлично привязался. Теперь поговорим о безопасности, это очень важно. Постарайтесь зайти в обсуждение Steam, добавить там пару друзей, вообще рандомных людей, кинуть заявки, человек 30, это вообще будет идеально. Распишите свой профиль, сделайте его похожим на человека и добавьте пару игр. Или же лучше зайдите в них, или может даже поиграйте. Если мы говорим про ферму КС, то я предоставляю вам статью одного фермера, где был опыт с аккаунтами и банами за них. Вот как раз таки опыт этого фермера, вы можете видеть, что аккаунт, где очень сильно пренебрегали очеловечением как раз таки аккаунта самого, и просто аккаунт реально выглядел как максимально аккаунт бота. Стояла одна игра, где фармился, скорее всего, один режим, это КС, и, как видите, такой аккаунт получил бан. Остальные же аккаунты, где был хотя бы минимальный прогрев, а именно где выбивались другие предметы, или же там фармились другие игры параллельно, да, то они как бы более такие прогреты. Valve видит, что пользователь вроде бы что-то еще играет, что-то еще использует, и поэтому он более лояльно относится, и банов, как видите, нету.
Еще очень важная информация напоследок по поводу первого захода. Не забывайте, что Valve при первом входе именно через приложение фиксирует отпечаток железа и привязывает его к аккаунту. Если регистрирует 100 аккаунтов с одного ПК, все они получат одинаковый вид и бан цепочкой. Вся информация рассказана, подытожим, что мы регистрируем все на почте, и я показал это как. Также максимально делаем аккаунт похожий на человека, а не делаем его реально на бота-ферму, где будет фарм 6, фарм 5, фарм 4. Используем разные IP-шники. Хороший вышел гайд по регистрации Steam. Ждите от меня новостей. Всем приятного фарма, всем хорошей погоды и всего доброго. До свидания.